Всем привет! В сегодняшнем видео продолжим разработку игры в жанре Survival Horror на Unreal Engine 5.6. В предыдущих видео мы начинали работать над системой сохранения, и в этом видео продолжим с ней работать и постараемся завершить ее. Напомню, что мы остановились на создании виджета, о его выводе, показе при взаимодействии со специальным блупринтом, который называется BP Safe, ну, либо, может быть, назовем его BP Mirror. При взаимодействии с этим объектом у нас появляется виджет, и вкратце могу показать, давайте, как это выглядит. Я буду задом идти, потому что перед нами ничего не видно. Вот так мы подходим к зеркалу, нажимаем взаимодействие. У нас блокируется ввод от игрока, появляется виджет сохранений. И здесь можно выбрать новое сохранение, либо перезаписать какой-то из существующих слотов. Ну, систему перезаписи мы пока не делали, пока до этого доберемся попозже. Пока что работает только создание нового сохранения, и то есть мы можем выйти и ходить играть дальше. Так, и в этом видео я хочу донастроить систему сохранения. Хочу сделать так, чтобы у нас запоминался инвентарь, то есть не только позиция расположения игрока, а также, то есть, чтобы предметы не просто исчезали, те, которые мы подняли, а также, чтобы они начали отображаться у нас в инвентаре. У нас у персонажа есть функция, так, и точнее даже не у персонажа, а у плеер-контроллера, по-моему, насколько я помню. Или у персонажа. Так, по-моему, у персонажа давайте откроем. Когда мы взаимодействуем с предметом, мы вызываем определенные события. Так, где у нас граф Interact? Поищем. Вот, то есть здесь мы добавляем предметы либо в общий инвентарь, либо в квестовый инвентарь. И есть такая функция через интерфейс update quest slots info, либо update common slots info. Так, где-то здесь было. Вот. То есть нам нужно просто в начале игры, при загрузке из определенного слота сохранения, вызывать эти события и подавать все, что есть у нашего игрока. Так, поэтому мы открываем наш event граф. Точнее, даже не event граф. У нас, по-моему, был отдельный граф сохранений. Да, вот он. Так, давайте откроем его в новой вкладке. Вот, то есть теперь здесь у нас идет apply player info, load game. То есть при загрузке мы обращаемся к нашему game инстансу, вытаскиваем у него player info, который он вытащил в свою очередь из слота сохранения. Записываем все эти данные в местную переменную, применяем эти данные. И, соответственно, здесь, где мы применяем эти данные, мы будем как раз-таки обновлять наш инвентарь. Мы его, сами переменные мы обновили, то есть вот массив предметов, слотов. Теперь нам нужно будет просто скопировать вот эту функцию, эту и следующую. Так, update common slots info мы подаем common item slots, вот так вот. Точнее, можно даже не так делать, а чтобы длинные связи не тянуть. Вот так будет поаккуратнее немножко. И то же самое нужно будет сделать для квестовых предметов. И копируем эту переменную, точнее функцию, ноду отсюда. Эти функции, с помощью этих функций мы отправляем инвентарю команду, что нужно, о том, что нужно обновить. Так, таргет. Это нам нужно сделать виджету, да, отправить наше сообщение. Это мы отправляем команду о том, что нужно обновить наши слоты. Так, здесь получается у нас вот это у нас идет get quest inventory slots, виджет точнее. Так. Так, почему-то не хочет он копировать их.
Ну, значит, вручную вызовем. Так, это подключаем сюда. Это сюда. И сюда. И точно так же нужно будет сделать отсюда. Вытащить уже common. Get common inventory widget. Включаем сюда, сюда. Так, теперь должно все заработать. Так, и теперь еще один нюанс. То есть у нас есть местные переменные у персонажа о том, есть ли у него фонарик и камера. То есть владеет ли он какими-то определенными квестовыми предметами, которые влияют на его способности достать фонарик и камеру. То есть если камера фонарика у него в инвентаре есть, то мы задаем значение вот этих переменных has camera и has flashlight, да? То есть можно либо отдельно эти переменные записывать в слот сохранения, либо просто доставать определенные данные из них и уже на основе этих данных задавать значение этим переменным. Вот здесь получается мы, когда поднимаем предмет, мы смотрим, равняется ли он определенному значению, вот этому. То есть я заранее здесь их уже назначил, то есть название таблицы и название самого предмета. Если предмет совпадает по названию с тем, что мы подняли, то он ставит, что has flashlight true, ну и то же самое с камерой. В принципе, так, давайте еще посмотрим. Ну, давайте пока проверим так. Или нет, давайте сразу лучше сделаем, как положено. Так, вот получается здесь мы обновляем наш инвентарь. И теперь можно сделать как? То есть можно, в принципе, пробежаться по массиву просто. Давайте через секвенс сделаем, чтобы слишком длинно не получилось. У нас кусок кода. Так, теперь мы берем, нам нужно пробежаться по квестовому инвентарю. Get quest items slots. Пробегаемся по массиву с помощью ноды for each. Так, что у нас здесь есть? Давайте разобьем. Так, item name у нас тут есть. Так, да, вот такой же item name, то есть мы просто теперь скопируем вот эти данные, эти переменные, и будем сравнивать, равняется или нет. Так, branch. Так, сначала проверяем фонарик. То есть если у нас есть фонарик, давайте, в принципе, также через секвенс сделаем, наверное. Так, проверили фонарик сначала. Если фонарик есть, давайте тоже скопируем просто отсюда, то ставим has flashlight true. Далее, если есть камера, то ставим has camera true. Вот, как-то так. Ну и давайте попробуем, протестируем. Запускаем игру, у нас начинается новая игра. Давайте поднимем наш фотоаппарат и камеру. Проверяем, они у нас появились в инвентаре. Теперь бежим, сохраняемся, создадим новый слот. Так, у нас должен 11 появиться. Да, у нас появился 11 слот. Теперь давайте попробуем выйти в главное меню и загрузить этот 11 слот. И посмотрим. Так, бежим, проверяем. Предметов нет. Все правильно. В инвентаре предметы появились. То есть точно так же можно, в принципе, будет... давайте соберем вот эти все предметы. Ну и также теперь, видите, работает логика поднятия камеры и фонарика. Давайте попробуем еще раз сходить.
проверяем вот наш инвентарь. Бежим, сохраняемся. Теперь это будет у нас 12 слот. Идем в главное меню и загружаем. Так, берем фонарик. Фонарик есть. Берем камеру. Камера есть. Открываем инвентарь. Все то же самое у нас сохранилось. То есть именно по сохранению предметов сохранение у нас теперь система работает. Предметов нет. А там я, скорее всего, забыл поднять эти батарейки. Так, ну, в целом, с предметами и сохранениями предметов и состояния игрока можно считать, что закончили. Над оформлением, конечно, можно будет еще поработать. А теперь нужно внедрить поддержку сохранения не только предметов, но и определенных других переменных. В частности, это двери я бы хотел сохранять. И, скорее всего, еще триггеры. Легче всего, конечно, будет сохранять двери, потому что нужно будет просто помнить, заперта она или не заперта. А все остальные данные, в принципе, у нас во время игры не меняются. То есть, если я здесь меняю, что нужен какой-то ключ, то, в принципе, я меняю это один раз, и во время игры не меняется. То есть, я могу игроком что сделать с дверью? Только либо открыть ее, либо закрыть, да? Так, поэтому, в принципе, структура не будет сильно прям сложной. Но, тем не менее, я создам отдельную структуру для хранения состояния дверей на случай, если вдруг потом захочу ее усложнять. Так, давайте смотреть. У нас есть structure item state. И мы ее просто сейчас продублируем. И назовем ее door state. Так, переменную назовем is locked. И тип перемены это у нас boolean. Далее переходим в наш BP Save Game. У нас есть тут item states. Это массив состояний предметов. И теперь мы создадим еще один массив. Door states. Также будет у нас он в виде ключа словаря. Точнее словаря, да? Так, здесь у нас тип идет structure item state, а здесь у нас будет structure door state. Компилируем, сохраняем. Так, смотрим в game instance, что мы делаем с этим переменным. В принципе, вручную мы здесь... нет, у нас тут есть определенные функции. Get item state и set item state. Теперь точно так же нужно будет создать такие же аналогичные функции. Так, BPI save get door state. Результатом выполнения этой функции будет структура. И set door state. Здесь та же самая структура будет уже как входной параметр. Так, компилируем, сохраняем. В game instance теперь нужно прописать аналогичные значения. Так, давайте сначала get item state скопируем. Так, save game object сначала проверяем, есть ли он. Если есть, мы ищем значение в словаре. И если найдено, мы возвращаем true. И этот item state, если не найдено, то возвращаем просто false. Так, и, соответственно, значит, выходные параметры у get item state будет... так, get door state у нас будет еще булиновая переменная. Так, а input у нас должен быть name, да, насколько я помню. Точнее ID типа string. Давайте ID типа string ставим. Так, ну и давайте теперь get
door state. Точно так же нам надо, в принципе, почти все можно скопировать. Так, это все мы скопируем. Так, здесь все правильно. Теперь мы отсюда тянем уже не item states, а door states. У нее ищем нужный нам параметр, точнее, нужный нам предмет. Если найден, то возвращаем true и найденный state. Если нет, то мы возвращаем просто false. Ну, если нет GameObject, то мы его создаем, записываем в переменную и также возвращаем false. Так, и теперь set. Так, давайте смотрим set item state. То есть мы точно так же проверяем, если у нас GameObject. Так. Потом мы добавляем в него просто определенное значение. Так, set door state. Также все просто скопируем. Также проверяем GameObject сначала, а потом добавляем только уже не в item states, а door states. Так, теперь идем, то есть со стороны GameInstance, в принципе, мы закончили. Теперь нам нужно зайти в Blueprint двери и внести определенные настройки. Так, открываем наш родительский Blueprint. Все остальные у нас наследуются от него, поэтому все будет то же самое. Так, давайте по аналогии с предметами, да, чтобы у меня вручную ноды не создавать, я их просто сейчас буду копировать. Так, открываем наш BP Master Item. Так, на Construction Script. Вот здесь мы создаем уникальное имя. Можно, в принципе, скопировать. Так, где наш Construction Script? Так, это удаляем. Лишнее. Так. Я просто подвину все, что уже есть в Construction Script, и сюда добавлю новое. Так, ID у нас... Угу. Так, вот. Здесь просто достаточно было скопировать. Это у нас создается уникальное имя для каждого актора. Теперь на Begin Play мы спрашиваем item state у GameInstance. И если есть записи определенные, то мы применяем эти значения, да. То есть давайте я просто тоже пока что скопирую здесь отсюда. Так, Destroy Actor мы не будем делать. Ну ладно, давайте вот так пока. Так, где наш Graph Interact? Так, Begin Play у нас уже есть. Что он здесь делает у нас? Так, коллизии, да, настраиваются. Это пока отсюда уберем. Ну, давайте также через sequence сделать. Так, мы достаем, только здесь уже не item state, а get door state мы будем вытаскивать. Так, ID отправляем сюда, это сюда, это сюда. Так, ну и теперь давайте смотреть, какая логика у нас идет. Так, давайте это все отсоединяем. Так, делаем break. То есть, если она у нас заблокирована, соответственно, мы обновляем определенные наши параметры. То есть, во-первых, мы задаем значение этой переменной. Это, во-первых. Далее, если у нас дверь заблокирована, точнее не заблокирована, мы должны ей включить физику. У меня здесь есть определенный граф. Точнее, определенная функция, по-моему, была у меня. А вот, Enable Physics. Если заблокировано, то если is locked true,
то enable physics у нас должен стоять false, поэтому здесь мы вызываем not boolean. В принципе, так, давайте еще раз смотреть. Дальше, теперь, если дверь заблокирована, то есть если она не заблокирована, мы в любом случае мы выключаем ей interactable, то есть чтобы не появлялась подсказка о взаимодействии. Так, давайте еще вот так вот сделаем теперь. То есть если не заблокировано, то мы должны из interactable поставить false. А если она заблокирована, то... Так. Давайте подумаем. Допустим, у нас была заблокированная дверь, и к ней нужен был ключ, да? То есть у нас стояла interactable true, а потом мы эту дверь открыли. Соответственно, она у нас из locked стала false. Вот так мы должны сделать. То есть у нас из locked стала false. Но если мы не поменяем это значение переменной при загрузке игры, то у нас постоянно будет висеть галочка, точнее не галочка, подсказка о взаимодействии, да? Поэтому также нужно будет проверять еще дополнительно. Так, если is locked false. Ну мы ставим вот is interactable false всегда, вот так. Тогда, в принципе, больше ничего не надо. А если она заперта, то по умолчанию у нас тут уже будут наши стандартные значения переменных. Если нужен ключ, то будет interactable. Если не нужен ключ, то interactable будет false. Так, вот это все можно теперь удалять. Давайте попробуем. Так, где-то что у нас? Game Instance забыли подключить. Вот сюда, вот так вот. Точнее, не забыли подключить, я его просто удалил только что. Ну и давайте теперь попробуем. Начнем новую игру. Допустим, вот давайте проверять вот эту дверь. Это у нас... Так, security room я забыл. Неужели я забыл поставить здесь? Ага. Так, давайте пока это закроем. Так. Забыли подключить ID сюда. Так, ID. И еще один бранч забыли подключить вот сюда. То есть эта логика срабатывает только если найдена запись в слоте сохранения. Вот теперь, скорее всего, заработает правильно. Так, вот у нас дверь заперта. Это комната охраны. При наведении на нее мышью появляется подсказка о взаимодействии. Вот он ключ, какой-то из них я не помню какой. Я возьму два на всякий случай. Теперь, если я сейчас подойду, она откроется. Но я сейчас этого делать не буду, мне нужно сохраниться сначала пойти. Нет, точнее даже нужно это сделать сейчас. То есть мы дверь отпираем. Locked у двери стал false. Физика включилась. Исчезла подсказка о взаимодействии. Теперь мы пойдем, сохранимся. Так, у нас будет 13 сохранение. Теперь я должен выйти в главное меню и загрузить 13 слот сохранения. В инвентаре у нас есть вот эти два ключа. И пойдемте смотреть теперь, сохранилась ли у нас дверь. Видимо, нет. Нет, не сохранилось. Так, ну, значит... ну потому что мы не сделали здесь сохранение. То есть загрузку там мы сделали, а сохранения нет. То есть вот у нас граф интеракт идет. Здесь мы отправляли... так, set item state вызывали. То есть мы изменяли эти данные в GameObject, который хранится в GameInstance.
Соответственно, здесь теперь то же самое нужно будет делать с дверью. Так, и как это лучше делать нам? Либо из самой двери. Скорее всего, с самой двери будем это делать при взаимодействии. У нас тут есть граф Interact. Точнее, нет, вот она функция, прям Interact. Так. Получается, вот у нас тут куча условий. То есть тут мы когда открываем дверь. Ну, в принципе, можно прямо здесь сюда поставить. Set door state. И мы просто будем ставить, что locked теперь равен false. Это в том случае, если мы открываем через ключ, насколько я понимаю, да? Так, хорошо. Теперь нужно сделать так же, когда мы открываем через вот эту нашу задвижку или вот эту защелку, да, которую мы создавали. Вот, Interact from Turn. Точно так же нужно сделать здесь. Ну, теперь должно заработать все. Подходим, берем ключи. Открываем дверь. Так, дверь открылась. И идем сохраняемся. Четырнадцатый слот сохранения. Идем в главное меню и загружаемся. Так, нет, не сработало. Давайте искать дальше причину. Так, давайте я вот это поудаляю. Лишнее. Так. Мы забыли, по-моему, сюда ID поставить, да? Наш интерфейс. Так, BPI Safe. Set Door State. Здесь только state идет, а Set Item State ID, да. И, соответственно, нужно подавать свой ID, чтобы движок знал, какая именно дверь у нас открылась. Пробуем третий раз. Дверь у нас открылась. Идем сохраняться. Пятнадцатый слот сохранения. Ну, настал момент истины. Вроде бы все исправили. Нет, не все исправили. Но, тем не менее, хотя бы ключ сохранился, да? Но давайте смотреть, что еще не так. Ну, правильно. Set door state у нас я прописал, но ID забыл включить сюда. Так. Четвертая попытка.
16 сохранение. Ну, теперь все работает как положено. Дверь у нас осталась открытой изначально, то есть дверь прочитала слот сохранения информацию, которая в ней была, увидела, что мы эту дверь уже открывали, и, соответственно, сняла замок. И теперь у нас система сохранения поддерживает наши двери. Так, следующее, что хотелось бы посмотреть. Так, это у нас... Так, второй этаж давайте я выключу сейчас. Так, и следующее, что хотелось бы внедрить, это триггеры. У нас, напомню, что триггеры реализованы через RTR Component, который хранит в себе логику определенную. То есть у каждого триггера есть тип, то есть что он делает, что он активирует, может ли он повторяться, сколько действий он выполняет за раз, все, одно или случайное какое-то, либо определенные действия из списка, да, то есть по индексам. И если, например, у нас какой-то триггер, который должен срабатывать только один раз в игре, он, соответственно, должен потом уничтожаться, да? Поэтому это состояние тоже нужно запоминать. Ну, по крайней мере, был ли активирован уже триггер хотя бы, да? То есть давайте какой-нибудь триггер сейчас простенький настроим, чтобы проверять. У нас есть просто BP триггер, просто объект пустышка, да, но в нем есть actor компонент. И также actor компонент мы можем вешать на другие векторы, блупринты. Пока что закинем пустышку. Давайте вот так ее растянем. Будем при его пересечении, давайте какой-нибудь звук проигрывать. Такой триггер у нас уже был в самом начале создания этой игры. Я вроде бы создавал такой триггер, который проигрывает звук бьющейся посуды. Давайте здесь его настроим. Если я не удалил этот звук, также включим его. Так, actions count single, то есть одно действие. Enable включен ли. И can repeat мы ставим false, то есть это одноразовый триггер. Actions добавляем одно действие. Выбираем тип. Это у нас будет spawn sound. Так, где у нас? Вот sound. Какой-нибудь звук. Давайте включим, найдем наши звуки. Так, что у нас тут есть? Ну, давайте такой вот. Теперь, если мы пробежимся сейчас рядом. Давайте сразу его на нужный уровень закинем. Он у нас должен быть на этом уровне. Вот он у нас сработал, и по идее дальше срабатывать у нас не должен. Но теперь, если я сейчас загружусь, он будет срабатывать снова. Поэтому давайте снова идем в нашу папку с сохранениями. Так, и создаем еще одну структуру. Так. Structure Trigger State. В нем пока что тоже будет одна лишь переменная. Is activated, то есть был ли он уже активирован. Так, теперь открываем наш Actor Component Trigger. Так, давайте копировать логику отсюда. Так, is Construction Script, то есть назначение уникального ID. Так, а у нас Construction Script нет, да? У компонента, потому что он и не создается по факту. Поэтому, так, как мы будем делать? Ну, давайте на Event Graph, скорее всего, повесим пока. Так. Так, это у нас Start Trigger. Давайте на Begin Play, да? То есть я хотел сказать.
Давайте на Begin Play будем создавать уникальный ID. Далее, потом мы будем обращаться к Game Instance и проверять, есть ли такая у нас запись. Да? Так, и теперь нужно еще подумать, кстати, хотя нет, логичнее будет делать это уже не в триггере, да, не в компоненте, а в самих акторах уже, которые содержат в себе триггер. Да, давайте поэтому пока это удаляем все. Отдельно давайте в BP триггер настроим это дело. Вот здесь у нас есть полноценный construction скрипт. Вот сюда мы это дело и подключим. Создаем переменную, компилируем. Так, теперь в нашем BPI save снова создаем функции. Так, get trigger state. Input у него будет ID, типа string. Все то же самое. А output будет булиновая переменная, найдена или нет запись. И само состояние. Structure trigger state. И еще одна функция set trigger state. Здесь у нас будет input, структура и имя. Так, state, ID, да? Компилируем, сохраняем. Так, теперь в Game Instance нужно все это дело точно так же продублировать. Так, set trigger state. И еще в BP Save Game нужно создать соответствующую переменную. Trigger states. Так, string. Здесь ставим map. И structure trigger state. И теперь мы отсюда все это дублируем, вставляем сюда, копируем. Так, теперь смотрим, ищем, точнее добавляем в словарь данные, определенные данные. Вот эти. Только теперь уже не doc states, а будет trigger states. Get trigger states. Так, и теперь так, set trigger state прописали, и теперь осталось get trigger state. Так, ищем также здесь определенные значения. Меняем здесь на trigger states. Если найдено, то выдаем true и, соответственно, само состояние. Если не найдено, то false. И здесь точно так же false. Так, в целом здесь должно все работать. Так, и теперь осталось только у BP триггера на Begin Play. Так, на Begin Play делать проверку. Обращаться к нашему Game Instance, проверять его состояние. Так, давайте вот так вот. Вот так. Копируем. Только уже не door state, а trigger state. Так, это сюда, это сюда. Вот, то есть мы проверяем, есть ли запись о состоянии триггера.
А дальше мы смотрим, делаем break. Если он уже был активирован, то мы будем просто destroy actor вызывать. Но будем делать это только в том случае, если изначально... Так. Давайте еще вот так сделаем. Только в том случае, если это у нас одноразовый триггер. То есть надо будет предварительно сначала проверять информацию о том... Так, SCBP триггер вытаскиваем. Так, потом что у нас идет здесь? Какие еще переменные? Так, давайте смотреть. Вот, can repeat, да? Get can repeat. Превратим его в бранч. То есть только в том случае, если он не может повторяться, то есть если can repeat равняется false, только тогда будет вообще в принципе срабатывать эта логика. И если он уже был активирован, то мы будем вызывать destroy actor. Ну, давайте теперь попробуем. И теперь еще нужно обновлять, да, нашу item state при взаимодействии с триггером. Вот у нас идет BP триггер. Actor begin overlap, да. Проверяем, игрок ли пересек этот триггер. Дальше мы вызываем do once, start trigger. Так, это удаляем. И в конце просто будем обновлять данные в game instance о том, что этот триггер у нас был активирован. Set trigger state. ID подаем свой собственный ID. State разобьем и ставим activated. То есть триггер будет у нас активирован. Так, ну в целом вроде как должно сработать. Давайте попробуем. Идем. Триггер сработал. Так, теперь нужно найти наше сохранение. Сохраниться. Так, сохраняемся в новый 17 слот. И выходим в главное меню. Загружаемся. Давайте попробуем. Все сработало. Можно, конечно, не грубо вызывать destroy actor, а можно ставить просто enabled false, да, то есть вдруг мы захотим его где-то повторно вызвать или что-то еще с ним сделать, поэтому мы будем делать на begin play. Так, где у нас begin play? Так, это не здесь. Это мы не в actor компоненте, а в BP trigger. Мы будем не destroy вызывать actor, а будем вытаскивать наш actor компонент и ставить ему enabled false. Вот, я думаю, так будет. Ну, либо так оставить, либо так. Давайте пока эту ноду где-нибудь рядом оставим, чтобы я потом помнил, что, может быть, нужно подумать, выбрать между удалением и просто инактивацией этого триггера. Так, ну, в целом, теперь осталось только для удобства, конечно, внедрить еще удаление сохранения и перезапись. То есть, ну, перезаписи, скорее всего, не буду трогать. Давайте пока сделаем удаление сохранений, потому что их так уже слишком много стало. Я перехожу в нашу папку UI. Так, у нас есть WBP. Так, WBP Save. Откроем его. Сначала все откроем, что мне пригодится сейчас. Дверь я закрываю, структуру закрываю. BPI Save закрываю. Так, теперь мне нужен input. То есть мне нужно настроить клавишу, которая будет работать как удаление, да. Но это будет, скорее всего, универсальная клавиша какая-то. Давайте предположим, что я буду играть на джойстике, на геймпаде, и у меня будет эта клавиша, кнопка квадратик, да, если это PlayStation. Либо это, если геймпад от Xbox, то это будет у нас, если не ошибаюсь, это... Так, это у нас X, вроде как. Поэтому давайте здесь... Это у нас будет чисто кнопка чисто для навигации, то есть в игре она не будет какого-то отдельного значения иметь, то есть именно это действие будет вызываться только при навигации. Конечно, клавиша может выполнять и другую функцию в самой игре, но именно в виджетах она будет выполнять роль действия определенного. То есть X у нас крестик — это обычно подтверждение, нолик — это назад, да, либо B,
а квадратик будет как действие. Поэтому я здесь создам отдельный action, IA и подпишу еще ему UI приставку. То есть, чтобы потом мне не путаться. Напишу IA, UI, action. Вот, теперь мы заходим вот сюда. То есть, напомню, AMC меню у нас подключается только тогда, когда мы взаимодействуем с виджетами, а в обычной игре этот контекст у нас удаляется. Он не работает, поэтому я могу без проблем здесь переназначать любые клавиши. Даже если к ним привязана клавиша действия прыжка или чего-то еще, да, в игре. Так, давайте ищем наш input. Так, вот IA, UI, Action. И давайте пока я, ну так, чисто ради эксперимента на какую-нибудь, допустим, клавишу C назначу. Пока это будет клавиша удаления у нас. Теперь нам нужно открыть наш UI. Так, открыть нашу библиотеку макросов. Посмотреть нашу функцию onKeyDown. То есть у нас тут есть уже проверка на нажатие паузы, инвентаря, подтверждение, кнопка назад, вниз, вверх, лево, вправо, право, левая вкладка. Теперь осталось еще сделать проверку на нажата ли клавиша действия, да? Так, completed вешаем сюда. Это подключаем сюда. Здесь ищем наш IA UI Action. Так, теперь, если нашли, надо сделать еще один output. То есть, если найдено совпадение, то мы выдаем результат как action, а если не нашли, то отправляем ответ unhandled. Так, тут пока это закрываем. Так, это можно пока в принципе не трогать. Давайте теперь здесь смотреть. Здесь у нас наша функция переопределенная. Он превью keydown. То есть вот он появился новый выходной пин. Если мы нажали клавишу действия, что мы будем делать? Мы будем удалять выбранное сообщение, выбранный слот сохранения. Соответственно, в интерфейс нам снова нужно внести новую функцию. Так, не сюда, а BPI Save. Где у нас BPI Save? У нас есть загрузка, да? Мы можем загрузить слот, мы можем сохранить слот. И также теперь нужно сделать новую функцию delete slot. Так, тип у нас string входной. Теперь при нажатии на кнопку действия в меню выбора сохранений мы будем отправлять... Так, ну давайте тоже кастомное событие создадим здесь. Кастомный event, delete slot. Вот так. И будем здесь его вызывать. Delete slot вызываем и потом делаем gamepad mode и handled, да? Теперь здесь что мы делаем? Когда мы вызываем это кастомное событие, мы вытаскиваем наш game instance и отправляем ему сообщение о том, что нужно удалить слот. Слот мы берем наш, так, где у нас было уже событие тут определенное. Так, мы должны взять наш массив slots array, из него вытащить get, определенную копию взять,
текущий индекс у него вытащить. Из него вытащить уже... Так, нет, не slot name, а get... Так, slot name, да? Slot name у нас идет. Угу. Вот, мы отправляем game инстансу значение... Так, что тут у нас? Таргет забыли подключить. Такая у нас длинная макаронина здесь идет. Так. То есть, когда мы нажимаем клавишу действия, мы отправляем game инстансу сообщение о том, что нужно удалить этот слот. Так, и теперь, что делает game instance, когда получает это сообщение? Так, delete слот. Так, мы должны, во-первых, так, давайте я вспомню. Так, по-моему, у нас есть такая функция delete game in slot, да. То есть, во-первых, мы удаляем сам слот сохранения, подаем нужный slot name, который мы отправили из виджета. Так, return value. Что нам подается? True if a file was actually able to delete. Да, то есть, если он удалился, то тогда мы вызываем branch. И нам нужно также обновить данные в нашем индексном файле. То есть мы берем наш GameObject. Давайте откроем его еще раз и посмотрим, что в нем находится. У нас есть тут... Так. Нет, не так. Это мы, получается, здесь, когда мы сохраняли наш прогресс. Вот здесь мы... Так, Save Games у нас была переменная. Нам нужно удалить из этого массива данные об этом слоте. Сначала. Вообще, давайте это все сюда перенесу поближе. Так, сначала мы берем наш массив. Так. Remove item. Так, мы точного не знаем всей структуры, да, то есть нет смысла, конечно, делать, можно сделать по-другому. Так, можно взять наш save games. Так, вообще, где эта переменная у нас находится? Так, вот она у нас, да? Так, отсюда копируем. Пробегаемся по всему массиву. Если нашли элемент, у которого slot name равен вот этому slot name, точнее нужно equal exactly, да, если это у нас string идет. Если мы нашли совпадение, то мы просто должны удалить этот элемент из массива и обновить индексный файл. Так, это пока отсюда убираем. Так. Можно уже по индексу вызывать. Индекс у нас отсюда берется. Вот. Потом, после того, как мы пробежались по всему этому массиву, нам нужно обновить
этот индексный файл, то есть нам нужно просто взять этот наш save game objects, save games, да, который хранит в себе этот массив, и, соответственно, его обновить и сохранить его в общем, вот так вот. То есть просто обновить файл сохранения, наш индексный, в котором мы храним список всех наших сохранений. Так, в целом, вроде как здесь должно все работать. Давайте попробуем поудалять наше сохранение. Давайте я просто подойду сейчас к нашему зеркалу. Взаимодействую. Так, мы, по-моему, на клавишу C, да, выбирали. Давайте я вот так поудаляю. Я забыл сделать обновление списка. Да, мы видим, что файлы поудалялись. Единственное, что нужно было обновить все эти данные. Вот тут мы когда создавали сохранение, где у нас save games to new slot, да, то мы потом вызывали еще clear slot. И здесь точно так же можно здесь вызвать его, чтобы список обновлялся сразу моментально. Так, давайте попробуем поудалять. Да, и у нас, конечно, слетает сразу выделение. То есть нужно будет еще вызывать reset selection. Давайте, так, где он у нас, виджет наш? Так, reset selection. Вот, можно сделать это вот так. Так, клей slots мы здесь массив обновляем. Так, мы удаляем сами виджеты, потом мы вызываем. Так, это что мы делаем? Create slot widgets. Да, здесь массив обновляется, очищается. Ну да, тогда должно здесь все правильно сработать сейчас. Удаляем, 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 удаляем и удаляем. Единственное, что нужно запретить удалять слот сохранения, вот этот, да, чтобы мы не могли этот виджет удалить. Поэтому нужно просто будет здесь добавить проверку. То есть, когда мы нажимаем удалить слот, мы должны сначала проверить, какой именно виджет сейчас выбран. То есть мы берем current selected slot index. Вот так, да, можно его перетащить. Потом можно вытащить вот этот массив и узнать, какой у него последний индекс. И только в том случае, если они не равны, not equal, только тогда мы будем вызывать эту нашу дальнейшую логику. Ну и, соответственно, потом, конечно, можно будет, если у нас внизу будет подсказка с навигацией, да, то есть какую кнопку нужно нажать, чтобы удалить слот сохранения. Если у нас больше не останется слотов сохранения, или у нас будет подсвечена вот эта кнопка нового сохранения, она будет становиться серой, неактивной, и это будет говорить о том, что этот слот сохранения удалить нельзя. То есть сейчас, если я буду нажимать C, ничего не будет происходить. Давайте я сохранюсь. Вот я сохранился и сразу же удалил это сохранение. То есть можно делать. Давайте попробуем теперь финально прогонимся. То есть берем все предметы. Ну и для себя я это сохранение создам, чтобы потом мне каждый раз, когда я проверяю игру, чтобы мне не бегать по локации, не собирать фонарик, камеру и так далее, да? У нас 22 слот сохранения. И теперь я, когда буду загружаться, у меня всегда будет в руках фонарик, камера, точнее не в руках, а в инвентаре. И мне не надо будет каждый раз заново это делать. Вот, ну и в целом, конечно, я думаю, все пока на этом. Систему сохранения пока закончу, не буду уже
на ней подробно останавливаться, потому что когда уже будут готовы все механики, тогда я, конечно, буду ее снова дальше дорабатывать, потому что пока еще не до конца уверен, какие механики будут, в каком виде они будут. Скорее всего, многое поменяется еще, и поэтому каждый раз переделывать систему сохранения не вижу смысла. На этом видео все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, замечания, пожелания. И до встречи в следующих видео.